Все было хорошо. Хорошо. Я уже связала здесь стопку квадратов. Пряжа у меня Alize Cotton Gold. По метражу она даже похожа на то, что я вязала ранее. Это 100 грамм на 300 метров. Это 100 грамм на 330 метров. Поэтому приблизительно похоже. Квадраты более объемные получаются, но по размеру очень даже похожи. Сейчас все покажу и расскажу. Итак, давайте для начала разберемся с материалами. Для нового кардигана я подобрала пряжу Alize Cotton Gold. Ее метраж в 100 граммах 330 метров, а в составе 55% хлопка и 45% акрила. Мне потребовалось 3,5 мотка, что составляет ровно 350 грамм на размер S. Параметры и как регулировать размер под себя расскажу чуть позже. Основной крючок у меня 5 мм. Если вам кажется, что этот крючок слишком большой для такой пряжи, не переживайте, я подобрала специально такой крючок, чтобы квадраты были легкие, воздушные и изделие получилось пластичным. Также нам понадобится крючок меньшего размера 4 или 4,5 мм для того, чтобы сшивать мотивы и делать обвязку. Также хотелось бы добавить, что нам нужны ножницы для обрезания нити и сантиметровая лента. Если нет ленты, хотя бы линейка. Итак, давайте теперь обсудим схему этого кардигана, сколько понадобится квадратов и как они будут располагаться. Всего мне потребовалось 44 квадрата и два неполных. Два неполных этих квадратах находятся вот здесь для того, чтобы сформировать круглую горловину. 12 квадратов понадобится для спинки, также 12 для правой и левой полы, то есть по 6 квадратов на каждую полочку и по 9 квадратов на каждый рукав. Также 2 квадрата для плеч. Длину рукавов, спинки и переда можно регулировать, довязав еще квадраты, а также сделаем обвязку, о которой я сейчас тоже расскажу. Неполные квадраты будут в следующем видео, а также соединение всех мотивов и обвязка тоже будут в отдельном видео. В этом же видео мы научимся подробно вязать квадрат, покажу каждый ряд и как завершить квадрат, и как заправить нить, поэтому у вас точно все получится. Квадрат размером 12 на 12 сантиметров. Если вдруг у вас получается квадрат меньшего или большего размера, то, следовательно, и размер кардигана тоже изменится. Поэтому, чтобы попасть в необходимый размер, можете связать на один ряд больше или один ряд меньше. Также рекомендую отпарить квадраты или слегка пройтись утюгом, так они станут ровными, аккуратными и, возможно, изменится размер. Поэтому, когда свяжете первый квадрат, лучше перепроверить и слегка его отпарить. Посмотрите, как выглядит отпаренный квадрат, вид его стал более благородным, нежели тот, который я связала только что. Не забудьте перепроверить размеры. Убедитесь, что пряжа после обработки сильно не стягивается или не растягивается. Давайте приступим к вязанию этого квадрата, который состоит из 5 рядов и начинается с круга. Для этого нам нужно сделать магическое кольцо или кольцо амигуруми. Кладем конец нити на левую ладонь и оборачиваем ниточку вокруг пальцев так, чтобы образовался такой крестик. Придерживаем этот крестик большим пальцем, вводим крючок под кольцо и захватываем рабочую ниточку. Немного крючок прокручиваем, и у нас получилась петелька. Посмотрите, у нас здесь короткий хвостик, немного можно его подтянуть. Здесь кольцо, и вот это рабочая длинная ниточка. Этой рабочей ниточкой мы будем провязывать сейчас петли. Придерживаем кольцо, чтобы оно у нас не распустилось, и теперь будем набирать воздушные петельки. Эту рабочую длинную нить из клубка будем подхватывать крючком и протягивать в петлю на крючке. Так мы провязали первую воздушную петлю. Снова подхватываем рабочую ниточку и затягиваем ее в петлю на крючке. Получилась вторая воздушная петля. Снова подхватываем ниточку, затягиваем в петлю на крючке. 3 воздушные петли. Провязываем 4-ю воздушную петлю и 5-ю. Теперь у нас готовы 5 воздушных петель. Дальше мы переходим к вязанию столбиков с двойным накидом. Делаем такой накид на крючок, 1-й, 2-й. Теперь крючок вводим в кольцо, протягиваем ниточку и обратите внимание, на крючке 4 ниточки. Сейчас захватываем рабочую нить и протягиваем ее через 2 петли на крючке. Снова захватываем нить и протягиваем ее через 2 петли на крючке.
И еще один раз захватываем ниточку и протягиваем через 2 петли на крючке. Итак, у нас готов первый столбик с двойным накидом. Можно потянуть немного кольцо, если оно стало большим, но сильно не нужно затягивать, так как мы еще будем вязать в него столбики. Раскладывайте руки так, чтобы вам было удобно. Делаем одну воздушную петлю, снова 2 накида, вводим крючок в кольцо, протягиваем нить, сначала провязываем 2 ниточки на крючке, потом захватываем нить и еще провязываем 2 петли на крючке, и еще один раз захватываем нить и провязываем 2 петли на крючке. Второй столбик с двойным накидом у нас готов. Снова провязываем воздушную петлю и повторяем то же самое. Делаем 2 накида, вводим крючок в кольцо, провязываем сначала 2 петли на крючке, потом еще раз 2 и еще 2. Снова воздушная петля, делаем 2 накида, провязываем еще один столбик. Повторяем то же самое, так чтобы в кольце у нас получилось 15 столбиков с двойным накидом. Так как в самом начале воздушные петли выглядят как один столбик с двойным накидом и одна воздушная петля, то мы будем считать, что у нас 16 столбиков с двойным накидом визуально. Пересчитайте, чтобы у вас получилось 16 таких полосок. Когда пересчитали и убедились в этом, можно затянуть этот хвостик. Но затягиваем не так сильно, чтобы осталась небольшая дырочка. В конце ряда также делаем одну воздушную петлю. И теперь будем соединять в круг. Находим дугу, которая образовалась от самых начальных воздушных петель, вводим туда крючок, протягиваем ниточку и протягиваем ее сразу же на петлю на крючке. Это соединительный столбик. Теперь переходим на второй ряд. Провязываем одну воздушную петлю, делаем накид, и в это же место, куда мы провязывали соединительный столбик, вводим крючок, протягиваем ниточку и провязываем один столбик с накидом. Провязываем через 2 ниточки и еще через 2. Делаем одну воздушную петлю, делаем накид. Теперь мы будем провязывать в каждую дугу пышные столбики. Делаем накид, вводим крючок в следующую дугу, протягиваем ниточку. Сначала провязываем 2 ниточки, потом снова делаем накид, вводим крючок в дугу, протягиваем нить и провязываем еще 2 ниточки на крючке. Теперь захватываем ниточку и провязываем все 3 петли на крючке. Одна воздушная, снова накид и переходим в следующую дугу. Протягиваем ниточку, провязываем 2 петли на крючке, делаем накид, снова в дугу, протягиваем ниточку, провязываем 2 нити и теперь уже провязываем 3. Так мы вяжем пышные столбики. Делаем воздушную, переходим в следующую дугу, вяжем точно такой же пышный столбик. То есть 2 столбика с накидом, не довязанных до конца, верхушка у них одна. Продолжаем также вязать до конца ряда, в каждую дугу по пышному столбику и одной воздушной петле. Делаем накид, вводим крючок в дугу, протягиваем нить, провязываем 2 петли на крючке, снова делаем накид, вводим в дугу, протягиваем нить и провязываем 2 петли на крючке. Снова захватываем нить и протягиваем ее через 3 петли на крючке. Снова воздушная петля и повторяем до конца ряда. Встретимся в конце ряда. После того, как провязали последний пышный столбик и воздушную петлю, будем соединять в круг. За первым пышным столбиком, который состоит из одной воздушной петли и столбика с накидом, есть такая дуга. Вводим туда крючок и провязываем соединительный столбик. Теперь переходим на третий ряд. Провязываем 2 воздушные петли, делаем накид. Вводим в эту же дугу, куда мы присоединили этот ряд, протягиваем нить и провязываем столбик с накидом. То есть провязываем сначала 2 петли на крючке, потом еще 2. Делаем накид, снова вводим в эту дугу, провязываем еще один столбик с накидом. Посмотрите, у нас получился такой пучок, который выглядит как 3 столбика с накидом. Теперь делаем 2 воздушные петли, снова делаем накид и провязываем в эту же дугу, куда мы уже провязывали эти столбики, еще 3 столбика с накидом. Первый столбик, второй, делаем накид, третий. Итак, первый угол у нас готов. Теперь будем провязывать следующие дуги. Посмотрите, вот в эти дуги мы будем провязывать еще другие столбики. Вводим крючок в следующую дугу, протягиваем нить и провязываем столбик без накида. Теперь 2 воздушные петли. Следующую дугу также провязываем столбик без накида.
еще 2 воздушные петли. Вводим крючок в следующую дугу, протягиваем нить и провязываем столбик без накида. Посмотрите, у нас здесь получается 2 дуги. Теперь будем провязывать вот такой же угол. Следующий угол будет провязываться точно так же. Столбик с накидом, первый, в эту же дугу второй, снова накид третий, теперь 2 воздушные петли, делаем накид, еще 3 столбика с накидом провязываем в эту же дугу. Каждый угол у нас будет состоять из такой конструкции. 3 столбика с накидом, 2 воздушные, 3 столбика с накидом. Связали этот угол, переходим в следующую дугу, вводим крючок, провязываем столбик без накида. Теперь 2 воздушные петли, в следующую дугу снова столбик без накида, 2 воздушные петли, в следующую дугу снова столбик без накида. Теперь мы дошли до третьего угла. Снова делаем накид, провязываем 3 столбика с накидом, первый, второй, третий, 2 воздушные петли, 3 столбика с накидом, первый столбик, второй, третий. Снова в следующую дугу провязываем столбик без накида и 2 воздушные петли. В следующую дугу также столбик без накида, 2 воздушные петли. В следующую дугу снова столбик без накида. И уже формируем последний 4-й угол. 3 столбика с накидом, 2 воздушные и 3 столбика с накидом. В следующую дугу снова столбик без накида, 2 воздушные петли. В следующую дугу столбик без накида, 2 воздушные петли. И в следующую дугу мы уже сделаем столбик без накида с соединительным столбиком вместе. Вводим крючок в последнюю дугу, протягиваем ниточку, пока ее не довязываем. Вводим крючок во вторую воздушную петлю подъема в самом начале ряда и протягиваем ее через все эти 3 петли на крючке. Таким образом мы завершили 3-й ряд, и квадрат очень ровный, из узора ничего не выбивается. Можем перейти на следующий ряд. Набираем 2 воздушные петли, делаем накид и переходим в следующую дугу, которая вот здесь в углу. Вводим туда крючок, провязываем 3 столбика с накидом, первый, второй, третий. Набираем 2 воздушные петли, снова делаем накид, провязываем еще 3 столбика с накидом. Теперь будем провязывать в эти дуги, которые образовались от воздушных петель. В первую дугу вводим крючок, провязываем столбик с накидом, первый, второй, третий. И переходим в следующую дугу. Делаем накид, провязываем также 3 столбика с накидом. Так мы уже дошли до угла. В этот угол также провязываем, как обычно, 3 столбика с накидом.
2 воздушные и 3 столбика с накидом. По такому принципу продолжаем вязать до конца ряда. По углам 3 столбика с накидом, 2 воздушные петли и еще 3 столбика с накидом, а в каждую дугу по 3 столбика с накидом. Встретимся в конце ряда. В конце ряда, когда уже осталась последняя дуга, сейчас покажу, как это завершить. В последнюю дугу провязываем 2 столбика с накидом. И третий мы не будем провязывать, так как петли подъема, воздушные петли, у нас выглядят уже как столбик с накидом. Поэтому вводим в эту дугу крючок и провязываем соединительный столбик. Этот ряд у нас завершен. Теперь переходим к последнему ряду. У меня он последний, но если вы захотите увеличить квадрат, то продолжить будет его несложно. Провязываем 2 воздушные петли, делаем накид и в эту же дугу провязываем еще 2 столбика с накидом. 2 воздушные петли подъема выглядят как один столбик с накидом, поэтому у нас сейчас выглядит как пучок из 3 столбиков с накидом. Далее углы будем вязать по такому же принципу, как и в прошлом ряду. 3 столбика с накидом, 2 воздушные и 3 столбика с накидом. А в дуге, которые появились от прошлого ряда, будем провязывать по 3 столбика с накидом, так же, как и в предыдущем. У нас в этом ряду по 3 дуги, в каждую дугу провязываем по 3 столбика с накидом. По такому принципу провязываем до конца ряда. Встретимся в конце ряда, покажу, как закрыть вязание и заправить нить. В конце ряда провязываем последний пучок из 3 столбиков с накидом. Вытягиваем длинную петельку, обрезаем ножницами ниточку и будем заправлять ее в начало ряда. Я заправляю хвостик этим же крючком сразу, как довязала квадрат. Находим здесь второй столбик с накидом. Посмотрите, первый, второй. Второй сверху, с задней стороны подхватываем вот так 2 петельки и протягиваем туда хвостик. Теперь хвостик у нас находится с задней стороны, и нам нужно восстановить эту цепочку. Возвращаем ниточку в начало, оттуда, откуда выходит сам этот хвостик. Прохожу крючком по 2 петельками сзади, под этой верхней и чуть-чуть ниже. Вставляю крючок и протягиваю туда хвостик. Посмотрите, как это я делаю. Можете повторять за моими руками. Теперь косичка, эта цепочка полностью восстановилась. Осталось заправить хвостик. Возвращаем его на правую сторону к петлям подъема. И уже за соседними столбиками просто заправляю хвостик, чтобы его было не видно. Можно сразу же заправить хвостик, который остался у нас от центра, от кольца амигуруми, и обрезать ножничками. Но можно обрезать и позже, когда уже довяжете все квадраты. Итак, первый квадрат у нас готов. Продолжайте вязать. У меня всего получилось 44 квадрата. А в следующем видео покажу, как связать вот такие половинки, для того, чтобы сформировать горловину. Встретимся в следующем видео.